просто у меня рот открылся от того, насколько там доброжелательно все относятся. Вы вот понимаете, насколько у нас искажена эта система, что люди подходят, говорят: "А почему так хорошо со мной разговаривают?" Вы меня попросите посчитать, сколько раз мне в консерватории говорили, что я не талантлива, я никогда ничего не добьюсь в профессии, я никогда не буду работать, потому что я не могу, я не способна. Если бы я брала по доллару за каждый, то я бы озолотилась. Для меня, как для продюсера, важно не ваше резюме, а прежде всего то письмо, которое вы мне напишете. У вас такое резюме прям, ну, шикарное. Нанять вас на работу мы не можем. Потому что либо все уже занято на 5 лет вперед, либо у нас просто нет на вас денег, либо не хотим, потому что вы иностранец. Ну, то есть я бы сказала так, то же самое, просто немножко по-другому работает. Привет всем! Меня зовут Юлия Петрачук, и сегодня мы начинаем подкаст, состоящий из серии интервью с интересными людьми из артистической сферы, которым довелось работать или учиться в 2 странах. Это Россия и США. Они поделятся своим бесценным опытом, мнением, спецификой культуры и образования каждой из стран, и как этот опыт отражается на их деятельности в профессии и не только. И сегодня у меня в гостях первый гость подкаста, режиссер и один из основателей и главный режиссер театра «Другая опера» Дарья Жолнирова. Здравствуйте, Дарья. Всем привет, здравствуйте. Дарья Жолнерова — оперный режиссер, работающий в России, США и Европе. Более 10 лет преподавала в Санкт-Петербургской консерватории, а затем продолжила академическую и педагогическую карьеру в США, окончив аспирантуру консерватории Синсиннати. Дарья ставила оперы на сценах США и Европы, от Бриттона и Спирса в Синсиннати до американской премьеры Порпоры в Сан-Диего, а также на фестивале Prague Summer Nights в Праге и Зальцбурге. С 2017 года Дарья является главным режиссером театра «Другая опера» в Санкт-Петербурге, где одной из ее самых ярких работ стала российская премьера оперы Джейка Хэги «Двое оставшихся». Параллельно она разрабатывает собственный метод актерской работы с эмоциями и готовит студентов к поступлению в ведущие творческие вузы и профессиональные программы России, США и Европы. Вы учились в России и США. Это так. С чего все начиналось? Почему США? А, Это долгая история. Я закончила Петербургскую консерваторию, кафедру режиссуры музыкального театра. Это было давно, в 11 году я ее закончила. Я была очень молодым человеком, молодым режиссером. Я очень хотела работать в профессии. Я работала в профессии, я достаточно много ставила. Ездила в российскую провинцию ставить, там в Петербурге делала какие-то проекты. И потом я достаточно рано начала преподавать в консерватории, в оперном классе. Знаете, я поняла, что я не хочу быть ограничена в профессии только одной страной, потому что одна страна — это одна страна. И у нас, как вы понимаете, достаточно сложная индустрия в плане там делания карьеры большой. Я всегда хотела сделать большую карьеру, и я поняла, что, ну, вот я уперлась, в тот пресловутый стеклянный потолок, о котором так много говорят. Сейчас очень много говорят о том, что он не существует. Так вот, он существует. У меня есть, там несколько путей в профессии, ни один из них меня не устраивает. Один путь — это садиться штатным режиссером в какие-то большие дома, в большие театры и всю жизнь заниматься спектаклями чужих людей и ждать, м, какого-то, ну, случая, да, когда там тебе предложат руководители театра что-то поставить. Скорее всего, этого не произойдет никогда. Либо уходить с профессии, либо попробовать открыть границы. Я решила попробовать открыть границы. И у меня было несколько проектов таких больших, в Европе, которые были организованы людьми из Соединенных Штатов, профессионалами. Я несколько лет так серьезно изучала эту индустрию, возможности для обучения, и как, куда. И когда мне коллеги все сказали: "Чё ты тут сидишь, иди поступай в Соединенные Штаты", я подумала: "А чё действительно тут сижу, и почему мне не пойти, не поступить в Соединенные Штаты?" Это было основной моей мотивацией. И второй момент — это то, что я хотела. Я очень хорошо на тот момент уже знала
русскую школу режиссуры, музыкальной именно, я хотела познакомиться профессионально с американской школой режиссуры, потому что она другая. Вот, и как бы изучить ее изнутри профессионально. Вот я это сделала, поэтому я поступила в Америку, в консерваторию. То есть, в принципе, поехали за американской мечтой, так называемой. Да, в известной степени, да, в большой очень степени. Можете сказать, что она осуществилась? Она в процессе осуществления. Она в процессе осуществления, да. Просто, вы знаете, у меня были достаточно такие, ну, как бы ограниченные представления о том, из чего состоит американская мечта и как она делается. Я получила бесценный опыт в Соединенных Штатах, за который очень благодарна. И поняла, что я пока что только еще на первой ступени стояла и стою, и там лестница еще очень высокая. Но это не значит, что ее нет, и это не значит, что ее нельзя пройти. Можно. Мгм. Ну вот вы поступали и, в общем, и вы учились и в России, и имели опыт поступления как в российский вуз, так и в американский. В чем различие? Какие критерии, какие сложности? Или наоборот, что-то, может быть, было гораздо легче? Знаете, различий очень много. Я бы сказала, что отличается вообще система американская от русской. Вот это вот ground system такая, вот то, что основное, базовое самое. Я в Америке закончила аспирантуру в CCM, это University of Cincinnati College Conservatory of Music. Это для, ну, вот нашей индустрии оперной такая как бы кузница кадров. Это очень такой престижный, такой эксклюзивный вуз, который готовит оперных там специалистов в разных сферах. Я могу сказать, что все было по-другому с момента вот подачи документов. Потому Это что интересно. да, для того, чтобы, ну, там не быть многословной, во-первых, сам, и процесс подачи, он абсолютно другой, он очень отличается от того, что происходит в России, когда там приходишь в, приемную комиссию или там как-то онлайн подаешь определенные документы. В Америке это все не так. Это огромный пакет документов, это папка, которую тебе нужно собрать, до того, как еще податься куда-то. Вот, и потом, у нас, поскольку творческие вузы, у нас есть такая штука, как, ну, творческий конкурс какой-то. И вот в России это все происходит, ну, очень жестко, ну, на мой взгляд, неоправданно жестко. Мгм. Потому что, критерии, по которым судят эти люди по другую сторону баррикад, абсолютно непонятно. Они их никогда не говорят и не скажут. То есть понятно, что это их субъективное мнение, и здесь возникает такой очень избитый, но от этого не менее закономерный вопрос: а судьи кто? Собственно говоря, почему это Мгм. суд? Ну, у студента такого вопроса не возникает, у меня вот возникает, например. Вот, поэтому да, и это все это туровая система, то есть все происходит по турам. Там ты проходишь там, ну, вот на режиссуре, например, вот я могу в консерватории, да, в нашей. Представьте, что я знаю, что в ГИТИСе по-другому, например. Непонятно, что сказать, что хуже. Вот, значит, у нас есть экспликация режиссерская. Это когда ты готовишь оперу, то есть ты должен откуда-то, непонятно откуда, из воздуха, например, взять макет. А макет, ну, такой вот, да, 1 к 20, такой вот гроб такой, да, на Мгм. колесах, в Мгм. котором стоит весь тот спектакль. Что как бы, ну, заплати художнику, да, и живи спокойно, а ты не поступил еще никуда. Вот, значит, и тут должен в этой вот, ну, в этом макете рассказывать экспликацию, то есть рассказывать весь спектакль, как ты поставил, там, оперу какую-то. Потому что оперу нужно выбрать правильно. То есть, ну, в общем, это тема для отдельного подкаста, короче говоря. А второй тур — это актерское мастерство, где ты читаешь всю актерскую программу вот по стандарту, там проза, басня, стихотворение. И третий тур — это так называемый коллоквиум или собеседование, где тебя могут спросить, там, как выглядит барсук или там, где находится Индийский океан. Вот у меня, например, так спросили, когда я в консерваторию поступала. Вот, в Америке все совсем по-другому. И вот, знаете, я могу сказать, что с точки зрения своего опыта, что в России, при поступлении система тебе пытается доказать, что ты плохой, а в Мгм. Америке система тебе пытается доказать, что ты хороший, наоборот. И вот это круто. Ну, это, наверное, тоже разница в культуре, да?
Какой-то культурный. Да, конечно, это Мгм. разница в менталитете, Менталитет. это разница Мгм. в культурном коде, конечно. Мгм. И еще раз, я не могу назвать себя стопроцентным и безоговорочным фанатом американской системы. Я не фанат американской системы. Я знаю ее, на мой взгляд, слабые стороны и какие-то вещи, которые не работают и которые работают плохо. Но в этом смысле она работает очень хорошо. И когда я туда поступала, в свою консерваторию, я вот подала документы, которые включают, ну, какую-то информацию про тебя, потом определенную творческую папку. Но нужно сказать, что я в аспирантуру поступала. Я поступала на Мгм. вот не на Мгм. ступень bachelor's, не на ступень master's. Я поступала на вот postgraduate программу, и у меня был уже, ну, очень большой опыт к тому моменту. Я подала там все отрывки из своих спектаклей, у меня порядка 10 спектаклей к этому моменту было. И меня пригласили на собеседование. И я думала, что вот щас там мне скажут: "Давай экспликацию готовь". Там я как-то уже морально готовилась, и мне никто ничего не шлет и ничего не говорит, что давай там экспликацию или программу актерскую давай. И я думаю, что там будет на этом собеседовании, интересно. И там на этом собеседовании сидели очень милые люди, мастер-курса, у которой я училась, и ассистент ее. Значит, которые со мной разговаривали, какие-то совершенно замечательные душевные разговоры, во-первых, которые сказали: "Мы очень так рады, счастливы, что вы к нам пришли. И у вас такая папка, и все вообще хорошо". И вот они меня спросили, где, ну, какие-то такие, знаете, вот, такое профессиональное, ну, как бы собеседование. Оно похоже на собеседование, там, когда приходишь в театр, например, на проект какой-то работы. То есть люди спрашивают про твой опыт, какие-то там принципы работы твои, да, там, и что-то вот такое. А это было все мило, чудно, очень необычно. Я так немножко вот прифигела, вот извините за выражение, потому что, ну, просто у меня рот открылся от того, насколько там доброжелательно все относятся. Вот это правда. Мгм. Вот этот шок, который описывают наши соотечественники при соприкосновении первичном с американской системой, я могу свидетельствовать, это чистая правда. Вот это был такой Мгм. шок. И мы поговорили, а дело было в том, что я, значит, когда подавала документы, я в дедлайн не попала, потому что в американский вуз, когда подаешь документы, это не такая система, как у нас. У нас надо весной подавать, а у них, наоборот, летом поздно, ну, либо осенью, потому что у них там дедлайны начинаются с конца середины октября. А у меня, поскольку в вузе было там по моей специальности одно место всего, ну, как бы в год на курсе, и я подала, я опоздала дедлайн, и со мной все равно стали разговаривать. И потом эти люди мне сказали: "Вы знаете, они мне потратили свое время какое-то, ну, такое вот". Они мне там рассказали вплоть там, где мне квартиру снять можно в Цинциннати. И потом сказали: "Вы знаете, ну, дело в том, мы очень вас хотим, но дело в том, что вы опоздали, ну, по дедлайну, да, мы не можем. Поэтому давайте на следующий год, и мы вас возьмем". Я говорю: "Окей". Меня на следующий год взяли. Ага. Ну, то есть люди просто заинтересованы именно в кадрах, Абсолютно. в талантах, и Да. это приоритет. Да, Да. да. И Ага. знаете, и это привлекает. Потому Мгм. что я вот честно сказать, я еще, когда они мне так сказали, я потом еще год сидела, как-то обтекала от того, что они действительно во мне заинтересованы, искренне, это искренне было. А потом началась пандемия, это 20-й был год, началась пандемия, я не смогла, понятно, никуда выехать, и они меня 2 года ждали, консерватория, сохраняя всю стипендию в полном объеме. Я полную стипендию получала, потом работала еще там, я преподавала там, они мне еще денег Мгм. платили за это. И сохраняя место за мной 2 года. Вот. Вот, Мгм. ну, если мы, так сказать, ну, назовем какой-то российский вуз, который сделает то же самое, будет круто, классно, Ну да, да, да. но таких вузов не существует. Да. У меня, кстати, тоже есть похожий пример. Я ехала на прослушивание в Young Artist в Чикаго, летела, и мой самолет задержали. И, вот я понимаю, что я опаздываю, у каждого есть свое время для прослушивания. И я звоню во вступительную комиссию и говорю: "Вот так вот я только приземлилась, и я, наверное, опоздаю часа на 2". А я прям была уже в самом конце стояла по списку. Так вся комиссия меня ждала 2 часа, чтобы Да, только меня послушать. да, Распевалась я да. в такси. Мгм. Но вот Да, так, потому что для них было важно найти, всем дать возможность, найти таланты да, действительно. То есть да. это, как говорится, в их, лучших интересах.
Да, и я сталкивалась с этим не только в вузе у себя, я сталкивалась тоже на прослушивании, когда там я говорю: "Знаете, я лечу из России, а можно я приду там не в 12, а в 4?" Мне они там что то подтверждают какие-то бумаги, говорят: "Ну да, конечно, Мгм. можно". Как вы правильно сказали, я совершенно согласна, это другой культурный код, Да. вот эта разница в менталитете. Ну, кстати, будучи вот сейчас уже продюсером, когда я ищу таланты, прослушиваю людей, в Штатах есть платформы, вы знаете, там Яптракер, например, напишу ссылочку под видео, кому интересно. Мгм. Там все прослушивания, которые проходят в Штатах, да и не только, и обычно Да и можно европейские там тоже и всё европейские тоже, да-да-да. И когда я прослушиваю людей, то есть у меня, естественно, есть дедлайн, но я всегда подписываю, что даже если вы пропустили дедлайн, пожалуйста, напишите, пришлите свои аудио. У меня очень часто было так, что кто-то слетал в последний момент, мне приходилось кого-то просто заменить. И если я вижу, что человек вот не поленился, а, написал письмо, заинтересован в роли, и, он может быстро что-то выучить. И, ну и вообще просто на следующую даже, какие-то на следующие проекты, у меня уже он в папочке висит, и я и в первую очередь пойду в эту папочку и, буду рассматривать именно этих артистов, нежели буду еще раз делать прослушивание. Вот. Точно так же делаю, когда я прослушиваю в свой театр. И я как-то вот, когда из Америки приехала, стала делать первое прослушивание, и когда ко мне пошли люди, я просто стала, знаете, с ними говорить, ну, по-человечески говорить с Мгм. ними. И не требуя там, чтобы они мне назвали свои вузы, которые они там Мгм. заканчивали и так далее. Да. Значит, и мне люди стали изумляться. И потом мы стали подходить к нашему директору, который в коридоре там, ну, организовывал прослушивание, и говорить: почему так хорошо разговаривает главный режиссер?" Вот, и то есть вы вот понимаете, насколько у нас искажена эта Да. система, что люди подходят, говорят: "А Мгм. почему так хорошо со мной разговаривают?" То есть мы Да. привыкли уже изначально к другому. И я хочу сказать, что вот перестроиться в данном случае с плохого на хорошее для меня лично было очень сложно. Это заняло, ну, это был процесс какой-то. Вот как бы понять, что эти люди мне не хотят ничего плохого, это никакой не подвох, меня не проверяют, ну и так Мгм. далее. Ну вот, кстати, как, лайфхак, в общем, для наших зрителей, для артистов, особенно для вокалистов. Например, для меня, как для продюсера, важно не ваше резюме, а прежде всего то письмо, которое вы мне напишете. Ваша заинтересованность. Изучили ли вы, ту компанию, которую вы пишете? Вы знаете, как часто бывает, что люди мне пишут, говоря, что я там спела 10 раз Виолетту, и, еще я спела Мими, совершенно не изучив, специфику моей индустрии, да, моей компании, которая специализируется на современной опере. Прежде чем, ну, это уже, наверное, такой, совет на будущее, да, артистам, если вы подаете куда-то, хотите прослушаться, особенно в компании, если у вас нет агента, изучите внимательно, кому вы пишете. Что главное для этой компании, на чем она фокусируется, какая миссия. Очень часто у каждой, особенно независимой какой-то организации, небольшой или фестиваля, у них всегда есть миссия. Изучите эту миссию и напишите в соответствии свое предложение. Вот это самое главное. И почему, допустим, если вы прослушаете на роль, почему вы будете хороши для этой роли, почему вы хотите эту роль, и вы хотите поставить этот спектакль, если вы режиссер, да, и так далее. Вот это самое главное, что мы и вот режиссеры хотят услышать. Ладно, пойдем дальше. В чем же все-таки, наверное, еще не только, да, поскупление, но и отличие в системах образования в России и в США? Знаете, с одной стороны, эта система очень свободная, я про американскую систему говорю, которая Мгм. позволяет студенту заниматься различными проектами вот в рамках вуза. Которая позволяет студенту организовывать что-то в рамках вуза, где и ему пойдут навстречу, которая позволяет, там заниматься какой-то если у тебя возник какой-то проект, ты можешь уехать, ты можешь с вузом договориться, и как бы тебя будут ждать. Они, наоборот, скажут, что круто, вообще здорово, что ты это делаешь, и они, конечно, Это здорово. навстречу. А, и, это с одной стороны. С другой стороны, у вуза есть четкие обязательства.
И вот я честно скажу, на что я купилась, почему я вот в консерваторию стала поступать. Потому что я когда прочитала их curriculum, а curriculum — это описание курса. То есть вот, ну, что, вот ты поступил, что тебя ждет. И, значит, там было написано черным по белому, что консерватория обязана студенту-режиссеру, вот там 2 года в аспирантуре учится, и, ну, аспиранту, значит, вот этому вот человеку предоставить одну постановку в год. И это было то, на что я вот купилась. Потому что я туда поехала за практикой, я поехала на практике изучать американскую школу, ну, что это такое, как это все работает и как ставить спектакли в этой школе. Вот, и нужно сказать, что вот в моей консерватории в Цинциннати, там очень хороший такой театр, он богатый, у него спонсоры там такие, которые работают, да, деньги дают. Мгм. Вот, и это действительно театр, там 2 зала, малый и большой. Вот, и там шли постановки, там, ну, оркестр играл, там все это было, там были декорации, там была такая работа в профессиональном театре, работа с художником по костюмам и так далее. Вот это было самое основное для меня, почему я стала поступать вообще. Потому что набор предметов, ну, еще раз, я училась в аспирантуре. И у меня не было большого пула какого-то предметов теоретических. Потому что если вы поступаете на ступень Masters, например, там, или на ступень Bachelor's, тем более, там, самую первичную, там будет очень много теории, может быть, меньше практики. Но это правильно, у нас тоже в консерватории так. А если это аспирантура, то там будет, ну, гораздо меньше теоретических дисциплин, гораздо больше практики. Я сделала несколько проектов, помимо 2 спектаклей, которые я там поставила. За эти проекты я очень Мгм. благодарна консерватории, потому что они помогли мне там над диссертацией поработать, там, будущей докторской и так далее, в практическом смысле. А, вот, э, и, м, я там преподавала, я вела оперный класс. Ну, это, собственно говоря, то что самое, что я делала в консерватории в питерской. То есть это работа с актером, ну, вот на площадке. Я очень ценю, вообще оперный класс как предмет и как практику. Я обожаю, там работать, потому что я считаю, что ты можешь разминать, очень многие материал, который ты потом можешь поставить как полноценный спектакль. Вот, это было очень круто. А, вот это основное отличие. А, это то, что, очень большая свобода. Ты можешь выбирать проекты, а, и у вуза есть очень четкие обязательства. И если они не выполняются, ну, ты можешь вуз призвать к ответу, и он будет отвечать. Мгм. Вот. Мгм. И вот еще раз, для меня это было основное, на что я купилась. Мне не нужно, я просто была очень взрослым студентом, может быть, мой случай так не совсем характерен, потому что мне нужно было сидеть на лекциях, я знала свою профессию, мне не нужно было это все делать. Я очень благодарна педагогам, которые говорили: "Слушай, ну чё ты не ходи? Слушай, ну ты все знаешь, не ходи сюда. Иди куда-то, делай там что-то, да, какие-то проекты". Я с трудом могу такое представить в нашей консерватории. С трудом. Не говоря уже о том, что когда я заканчивала нашу консерваторию, когда мы подняли вопрос, какие-то жалкие несчастные студенты подняли вопрос о том, как мы будем проект дипломный делать, нам как нужно дипломный спектакль ставить, Мгм. нам Мгм. сказали: "Ну, никак, вы никому не нужны, идите отсюда". Это так примерно было. Причем это люди, которые нас учили 5 лет до этого. Это очень сильно, а, на меня повлияло. Я помню это Мгм. очень хорошо. Это было Мгм. много лет назад, Мгм. но я очень хорошо это помню. И я помню тех людей, которые мне это говорили, очень хорошо. Я думаю, что у нас у всех, наверное, у большинства, по крайней мере, в нашей практике есть такие истории, Это да. связанные с образованием российским. Мне кажется, извините, Мгм. просто вот еще последнее скажу. Мне кажется, здесь, сказывается общее вот отношение к студентам. Вот еще раз, это все с поступления чувствуется, потому что вот у нас в нашей системе, еще раз, я только про творческие вузы говорю, я нигде больше не училась, Мгм. такого Да-да-да. не имею.
Значит, у Ну нас да, я тоже студент приходит в творческий вуз, он изначально плохой. А в Америке он изначально хороший. Понимаете? Вот он в России, он не талантливый изначально, и ему это говорят. Вот если вы меня попросите посчитать, сколько раз мне в консерватории говорили, что я не талантлива, я никогда ничего не добьюсь в профессии, я никогда не буду работать, потому что я не могу, я не способна. Если бы я брала по доллару за каждый, то я бы озолотилась. Но это изначально, как вот, люди просто вырастают, и их, поощряют. Я тоже вижу, вот, допустим, по, реакциям на каких-то концертах, любительских концертах, да, людей поддерживают. Явно там, да, очень много еще работы у человека над там своим вокалом или там исполнительским искусством. Конечно. Но люди все равно поощряют его выступление, потому что они хотят поощрить именно то, чего он достиг. Неважно, в каком, да, там проценте это от, финального результата, но они поощряют вот именно этот процент, пускай это даже 5 из 100. Верно, я могу свидетельствовать, Да. что так, на Да, да, у нас же наоборот, ищут изъяны. Да. Ну да, все таки связано, наверное, вот с нашим воспитанием. Мне кажется, что это, да, это что-то вот такое, Да. какое-то глубинное. Да. Ну, вот вы отучились. Вам же также преподавали какие-то, такие же предметы, какие у вас были в России, или это уже была аспирантура, то есть там особо преподаванием уже не Вы знаете, занимались? там не было никаких там вот историй музыки, там историй опер и так далее. Вот такой теории не было уже. Там были очень интересные, на самом деле, теоретические предметы. Ну, теоретически, так в кавычки, да, возьмем, потому что это все Мгм. работало на практику. Значит, нам преподавали актерское мастерство, причем актерское мастерство, вот я 2 года училась, преподавал первый год один педагог, во второй год другой. В первый год было больше теории. Я очень благодарна, это был мой коллега, с которым мы работали потом вместе, мы спектакль ставили там. Вот, он совершенно замечательно давал все, знаете, не вот когда там родился, учился, да, там женился, он крестился, а тот или иной там деятель театральный, там Станиславский, Чехов, а он давал, очень такой вот сжатой форме, основы этих теорий. И, естественно, когда ты знаешь там, что такое Станиславский, Чехов, это одно. Но вот, например, я подчеркнула там какие-то современные американские течения, актерские школы и методы, про которые я не знала и даже не слышала никогда. Вот. Не говоря уже о том, что у них можно учиться их там великим американцам, Адлер, Страсбергу, там, Мейснеру, то есть это те люди, которые там работали. Вот, Мгм. они о них знают очень хорошо. Значит, и во второй год это была практика, мы чётко не поиграли, мы поиграли и Чехова, и Шекспира, и вообще весь такой такой классический, такой добротный, хороший репертуар. Это было очень здорово, потому что педагог была практик. Вот, у меня были, там определенные теоретические предметы. В смысле, там я начала учить итальянский язык, например. Вот, я очень благодарна тоже этому профессору, которая в Риме сидела и там что-то пыталась нам из Рима донести. Да. И там, ну, вы уж, конечно, знаете, как формируется, расписание и формируется вот этот пул предметов в американской академии. Там есть такой человек чудный, он называется advisor. И он должен тебе, ну, советник, да, что ли, так его можно Мгм. назвать, и он должен тебе посоветовать, ну, натурально, ты к нему приходишь, он тебе советует, какие тебе предметы взять, чтобы тебе диплом выдали, потому что там нет такого, что вот ты учишь вот эти вот предметы определенные, там есть часть, Выбираешь. которая Мгм. описательна, да, и Мгм. есть часть предметов, которые ты можешь выбирать. Например, тебя спрашивают: какой язык хочешь учить? Вот, и то же самое. И эта система, она очень гибкая. То есть, например, я там учила итальянский язык 1 год, а потом мне сказали, что все по программе вам больше нельзя. Я говорю: "Как? Я хочу второй год". И мне пошли навстречу, и я натурально там влезла в какую-то другую группу и сидела еще второй год это изучала. Класс. Вот, то Да, есть эта здорово. система очень гибкая, и эта и гибкость, она работает, она реально работает. Вот, у меня было очень много практики. Вот я говорю, у меня были 2 постановки. Эти часы были включены в твое расписание. То есть это не, ситуация, когда ты приходишь, тратишь свое время там утром, ночью. Это часы, которые включены в твое учебное расписание, и ты занимаешься этим в рамках расписания своего. Это очень здорово, потому что у нас не так. У нас не так система работает.
А как у нас работает? А у нас работает так, что вот, ну, я про режиссуру только скажу, да, Да. то, про что знаю. Значит, вот ты обязан поставить раз в полугодие один отрывок с актерами. Где актеров брать, никто не знает. А так консерватория работает. Ну, сам иди ищи, все, как бы, ну, это никому не интересно. Значит, им никто не, точнее, им платят, но им платят такие копейки, что лучше бы им не платили, ну, правда. Ну Вот. да. Мгм. Значит, это тоже, да, как-то вот. И ни в какие там учебные часы, практику, но можно было бы баш на баш делать, правильно? Они у нас поют, им это тоже за какой-то предмет. Вот в Америке так, например. У нас не так, на них тоже все наплевали. Значит, когда тебе с ними репетировать, ну, а в свободное И время? где? Да. Где? Никто не знает. Вот тоже идите, ищите класс какой-то. Класс тебе не дадут. Вот, потому что говорят, это класс даем педагогу только. Вот, ну, то есть примерно вот, ну, вот так это все работает. Не работает это. Вот, и там это только самоорганизация людей какая-то, самоорганизация просто. Мгм. А потом ты приезжаешь в систему, где все организовано Мгм. изначально за тебя. И ты начинаешь думать: "А чё мне делать? Мне, может, спокойно учиться? Так можно, что ли? Так работать? Мне не нужно класс искать?" Вот еще раз, я не говорю, что мы не искали Мгм. классы. Я делала свой проект, там в рамках тоже одного, Мгм. предмета. Просто я хотела набрать как можно больше практики. Мне сказали: "Ну вот иди туда, там вот есть тоже возможность такая в этот предмет". Я пошла туда. Значит, я готовила проекты, работала с актерами, которых я сама нашла. Это были мои однокурсники, все. Ну, это, такая практическая часть моей диссертации. И мы ходили по классам, мы искали классы, мы как бы все это в свободных классах репетировали, но это тоже все было на таком энтузиазме. Но это, как говорится, ну, не хочешь — не делай. Это не включено в твой рабочий план. Это не ситуация, когда ты сдать обязан, а как ты будешь это готовить, никто не знает. Вот. Так То есть и что, выживает сильнейший, да? конечно, да я даже не знаю, выживаешь, это такие не сильнейшие. Какой-то такой, знаете, вот по принципу рандомной удачи такой, рандомный совершенно. Вот. Это был очень. Потом я, когда первый год закончила, у меня возник вот фестиваль в Петербурге в театре, и я туда уехала его делать, на летние каникулы. И мне нужно было вернуться на 2 недели позже. И я сказала, что я делаю фестиваль, я там привожу, там российскую премьеру Джейка Хейги оперы. Ага. Мне сказали: "Иди и делай фестиваль, и приедешь тогда, когда тебе надо". Вот и все закрыли глаза на это, потому что в вузе. Мгм. Это вуз, он функционирует как по правилам вуза, так делать нельзя вообще-то. Но вот еще раз, то есть они как бы, они умеют, и за что их можно уважать, американскую академию, они умеют, а, делать тебе хорошо, делать студенту хорошо. Они знают, как это делать. Ну да, они исходят просто из конечной цели. В конце Да, концов, для чего они дают образование, да, да. человеку? Да, для того, чтобы вы стали там замечательным режиссером, успешным. И если есть возможность такая, да, какой-то сделать проект, который поможет вашей карьере, то это должно быть приоритетом. Да, 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 так и Вот. есть. А типа закончил, корочку получил и до свидания. Ну, еще я знаю, что в американской системе образования, то есть вот уже когда ты закончил, то ты становишься, в общем, частью вот этой семьи большой и университетской. И ты всегда можешь туда вернуться в любой момент, там, пойти Так в и есть. библиотеку, сидеть. Постоянно происходят какие-то ивенты, Мгм. бывших выпускников или выпускников приглашают там даже почитать лекции или встретиться с молодыми новыми студентами. Вот, и это очень здорово. К Так и сожалению, у нас это не так. Да, допустим, вот я закончила Московскую государственную консерваторию, и меня на порог не пускают. Ну, типа security и так далее, но я не могу просто зайти туда и там пойти к классу, например, позаниматься или там взять какой-то класс, там попеть. Я не имею права этого делать, потому что Да, все, закончил, ты уже больше не свой. да, то Да, же самое. да. И в этом плане, конечно, это очень здорово там. Потому что ты постоянно крутишься в сфере, где, люди с тобой на одной волне.
ты можешь с ними что-то вместе потом творить, потому что в конце концов ты можешь быть очень талантливым, но если у тебя нет команды, которая мыслит так же, как ты, и да, как говорится, когда есть такие люди, окружающие тебя, которые идут с тобой в одну ногу, то можно вообще горы свернуть. И Я согласна. наверное, вот этого у нас недостает, в нашей системе образования. Это вот этот connection, да, connections, Мгм. а, да, наживание связей Мгм. именно в твоей индустрии. У нас со связями все очень, замечательно, просто они не такие, какие Но они не хотим. такие, они по-другому работают. Да, да. Если какой-то подробнее, те связи, которые должны в индустрии работать. После окончания американской консерватории я всех преподавателей, которые мне основные предметы вели, положила в свое резюме как рекомендателей просто. Потому что это те рабочие связи, которые, ну, вот как бы так здоровым способом нарабатываются. Хотя Мгм. у меня, ну, с некоторыми из них были очень большие разногласия во время учебы. Я не могу сказать, что мы как-то мирно, чудно закончили там Мгм. наши отношения. Нет, нет, это не так. Вот, и я, наверное, там не буду этим людям писать и поздравлять их с днем рождения, но я знаю, что если потребуется рабочая рекомендация, они про меня скажут, что я Можно могу обратиться. работать. Да, я Мгм. могу работать. Мгм. Вот вы закончили. Какие вообще перспективы в Америке либо в России? Но вот здесь, такая чудесная история заканчивается. И начинается история, которая, вот одинаковая на 2 континентах. Никаких. Потому что, Мгм. потому что вот ты учишься, тебя никто не знает. По большому Мгм. счету. Куда тебе потом идти работать? И вот здесь начинается, во-первых, отличие режиссеров там от певцов, от дирижеров и от концертмейстеров. Например, дирижеры-концертмейстеры, они могут в штат театра сесть. Вы знаете, что в Америке нет репертуарных театров, но с точки зрения там хора, концертмейстеров, репетиторов и каких-то штатных дирижеров, эти позиции в штате Это есть. есть. Мгм. Да, певцам, при всем моем большом уважении к ним и любви, им гораздо легче найти работу, чем нам. То есть это вот даже вот в сравнение не идет никакое. Интересно. Потому что, Ага. ну, вы понимаете, что ставится спектакль, там 10 человек поют, один ставит. Ну, понятно, конечно, Соответственно. да-да-да. Ну и потом тут рот раскрыл, в общем, и вот ты показал свой голос, Да, в да, конце да, концов. совершенно верно. Да, а Есть режиссура результат, есть это да. конкурсы, да, там и так Ну далее. да. Вот, в Америке много конкурсов, таких каких-то летних программ, это очень популярно, вот эти какие-то Мгм. фестивали, да, там летние. Они есть для режиссеров, туда можно подаваться, и там, вот я, например, так работу нашла, через я там подалась, и меня ставить Ага. попросили. Вот, то есть это возможно, но просто это так или иначе работа от проекта к проекту, и вуз не гарантирует тебе никакой занятости. Все рекомендации, которые педагоги могут дать, это личное дело, как бы это любезность, которую педагоги оказывают. То есть вуза нет обязательств по трудоустройству. Мгм. Мгм. Вот. Я не знаю, плохо это или хорошо, я не берусь судить. Просто этого не было в России, этого не было в Америке. То есть ты выходишь на улицу, ты выходишь с разным каким-то эмоциональным багажом, но ты Мгм. одинаково выходишь в никуда. Все. Они тебя готовы видеть чудно мило потом в университете, но на вопросы, куда мне пойти работать, они разведут руками. Вот, если ты иностранец, это все осложняется еще в миллион раз, потому что, ну, легальный, да, там статус. И какие-то вопросы, которые связаны просто с легальным пребыванием. Но даже это как бы не зависит от того, даже это не дело никаких Мгм. иностранцев и граждан. Мгм. Значит, куда? Ты можешь сесть, ассистентом, в какой-то большой дом, большой театр. Вот из моей как бы, из моей консерватории выпускники работают в Метрополитен опера. Вот они там сидят ассистентами у каких-то дяди или тети. Вот, меня спрашивала моя педагог, что давай туда тебя засуну. Я говорю, не надо. Мгм. Потому что мне это не надо. Вот,
либо ты должен искать проекты какие-то. То есть постоянно искать проекты. Но вот еще раз говорю, сейчас скажу на аудиторию, я когда заканчивала эту консерваторию, я вооружилась списком Википедии из всех оперных театров Соединенных Штатов Америки и написала, я не шучу, я говорю совершенно серьезно, написала туда во все театры, во все, вот по списку алфавитному. Мне ответили, просто ответили, ну, наверно, 5%. Это люди, которые хотя бы что-то сказали. А из них 3 человека сказали, что у вас такое резюме прям, ну, шикарное, нанять вас на работу мы не можем. Потому что либо все уже занято на 5 лет вперед, на 5 сезонов вперед, либо у нас просто нет на вас денег. Это писали какие-то небольшие региональные театры, либо не хотим, потому что вы иностранец. Как бы, ну, мы не хотим этих проблем. Из-за легальных статусей, да. Из-за легальных ну, как бы мы не будем решать эти проблемы. Хочу сразу, наверное, ремарочку такую сделать для тех, кто не знает. В Штатах, да, если ты учишься по студенческой визе, то ты не имеешь права работать, ну, либо очень мало и там, да, ограничено, там в условиях, там, допустим, своего кампуса, вот, в рамках кампуса. И для того, чтобы театр тебя взял на работу, он должен на тебя подать петицию, как бы спонсировать твою визу и доказать, но это также и в Европе происходит, доказать, что ты лучше, чем те, которые, допустим, сейчас на рынке режиссеры местные. И поэтому вот театры за это не берутся. Да, вот в этом И сложность. в этом камень преткновения, потому что, им несложно заплатить эти деньги. В конце концов, ну, вычти у меня из гонорара. Ну да, это не так много, но это Но потому что им нужно доказывать, да, что они хотят тебя риск, и да. американца, вот на это не идет никто. Потому что объясняться с иммиграционной службой им, а не тебе. Да-да-да. Поэтому это в известном смысле замкнутый круг. У меня был очень большой проект, после окончания сразу вуза. Я работала легально. Есть такая программа, по которой ты можешь после окончания вуза год реально работать, легально работать, но только 1 год. Вот. Это был очень большой фестиваль в Сан-Диего. Он назывался "Опера Нио", вот, который делает очень интересный проект. И мы, например, я ставила американскую премьеру оперы Порпоры, Никколо Порпоры "Полифем". Вот это был очень громкий проект, там все замечательно, прекрасно, богатые спонсоры поработали, забыли. Вот. То есть, ну, это вот так. И ты находишься в постоянном поиске проектов, в постоянном поиске работы. Ну, либо тебе нужно организовывать что-то свое. Но это и у нас так же работает. Просто хотела, конечно, честно сказать, вот с точки зрения именно трудоустройства, я не вижу разницы между Россией и Америкой, вот в моей профессии, например. Но у нас, наверное, возможно, допустим, если ты кого-то знаешь, то можно попасть в Штаты и за 5 лет. В Америке, как мы говорили, есть система, которую ты никак не можешь обойти. Вот если там человек уже, особенно если он, часть, так называемого профсоюза, и, если ты в него входишь, то тебя просто вот театр вообще никогда уволить не может. Это тоже проблема, но, с другой стороны, ты защищен, тебя никто уволить не может, без прям, ну, супер веской причины. Но получается, что молодые таланты, вот, выпускники вузов просто не могут получить никакую работу, потому что там люди сидят до победного на этих должностях. И я хочу сказать, что мои коллеги-певцы, например, там, ну, вот консерватория Цинциннати — это в известной степени уникальный такой, действительно людей, которые вот на топовом уровне находятся. И это голоса, которые, ну, это редкие голоса. И они все сидят, вот сколько прошло уже, ну, сколько уже 2 года, год прошел, да, после того, как мы закончили год. Они все сидят, вот в этих apprentice programs. Да, вот, то есть это программы, даже если ты где-то в каком-то штате какого-то театра сидишь, это каверы, это ты не выходишь на сцену, ты страхуешь во время репетиции, ты поешь какие-то концертики или каких-то там, вот то, что в России называется маржей. Я ненавижу это слово, тем не менее, какие-то такие мелкие партии, да, вот, и ты со своим голосом и со своим талантом, сидишь там вот так.
Вот, Мгм. когда этот профсоюз, когда там этот человек уйдет на пенсию, или когда там он уйдет куда-то в другой театр, и это освободится место, и то не факт, что тебя возьмут. Да. Потому что все-таки еще раз человеческий фактор никто не отменял. Никто не отменял человеческий Мгм. фактор. А и в Конечно, Америке такие конечно. же люди живут, как и в России. И вот, ну, опять же, у нас могут сложиться отношения, а могут не сложиться. Это нормально, мы же все Мгм. живые люди. Так что там только просто я хочу предостеречь наших слушателей, зрителей от того, что мы как-то так вот про Россию сказали плохо, а про Америку хорошо. Да, это так. Во многом эта система лучше, чем российская, но она несовершенна. В ней работают люди, которые Далеко, да. рулят, да, Мгм. далеко, которые рулят, и они точно так же, как бы это такая же вкусовщина, точно такая же. Мгм. Она чуть-чуть по другим законам работает. Вот, и, например, вы знаете прекрасно, что в оперной среде у нас есть такая как бы коллаборация негласная в Америке, которая называется American Giants. Это люди, которые вот, ну, продвигают, да, индустрию, вот наши современники, там есть композиторы, тот же Хэги, там Грегори Спирс, там какие-то такие большие ребята, режиссеры, там вот моя педагог туда входит, из консерватории, у которой я училась мастер. И это люди, которые решают. И, ну, как бы вот, а теперь представьте, что у вас с ними плохие отношения. Вот вы можете сделать большую карьеру или нет? Ну, то есть я бы сказала так, то же самое, просто немножко по-другому работает. Вот эти рычаги, про которые вы говорили, да, вот эти ниточки, за которые можно дергать, они другие, но они точно так же Ну, существуют. они даже есть. Да, это. Там есть многое, что как бы вот оно, знаете, спрятано под ковер. Вот у нас это даже никто под ковер не пытается занести, да, это так, мой, там мой друг, брат, сват, понимаете? Ага. Да. И все это работает, так хорошо, чудно. Вот, а там это все таки под ковер спрячут. Так нельзя, потому что там можно и в суд подать, там можно и общественность привлечь, и прессу, и это очень неплохо будет про тя думать. Да, ну, например, заплатить, педагогу, там, который будет, в приемной комиссии, чтобы вас взяли в университет, это невозможно в Это Штатах. невозможно, это Да. невозможно. Но если вы занимаетесь этим педагогом частным образом, заранее и так далее, и этот педагог сидит в комиссии, то, конечно же, может повлиять своим там словом, голосом. Хотя, опять, он не имеет права за вас голосовать в этом случае. Да, и, ну, если известно, что он ваш ученик, он не имеет права, и права голоса. Но он имеет отношения со своими коллегами все равно. И Конечно. коллеги знают, что это твой ученик, и что ты бы хотела его там, В взять. Америке вот тот connection, про который вы говорили, вот в Мгм. Америке этот connection решает все. То есть это Мгм. рабочие связи, которые, знаете, это рабочие связи с людьми, которых ты знаешь лично. С Мгм. одной стороны, это очень хорошо, потому что они могут сказать: "Я с ним работала, и это классно". С другой Мгм. стороны, это очень плохо, потому что это сильно ограничивает круг потенциальных, претендентов. Мгм. А мы все таки, наверное, говорим про то, что мы бы за честную конкуренцию. Вот, мы, наверно, какие-то, может, ну, сумасшедшие, я не знаю, люди. Я когда в театр беру актеров, я вот объявляю кастинг открытый. Ко мне приходят люди, которых я знать не знаю. Вот, и потом, когда приходят люди, там, которых я знаю, они говорят: "Вы знаете, а мне вот в театре N сказали, что, во-первых, вы сами не будете слушать". Я говорю: "Откуда меня знают в театре N? Я там не была ни разу. А во-вторых, что вы уже всех набрали". Ну, как бы из своих там людей, актеров. Я говорю: "Я никого, я вот сижу, слушаю, вот сама, как видите". Вы, конечно, сумасшедшие, наверно. Вот в Америке это невозможно. То есть система закрытых Мгм. кастингов, она функционирует очень хорошо там. И на Мгм. закрытых, и на нашей позиции, да, потому что лучше я позвоню мистеру Джонсу и спрошу, какого мне режиссера лучше взять, чем я устрою открытый кастинг, говорю: "Ребята, присылайте свои там творческие папки, да, и будем выбирать". Мгм. Вот это Мгм. плохо.
Да. Ну, вы просто давайте представим, что у нас с кем-то не сложились отношения, но мы все люди, правильно? Здесь нет Мгм. правых и виноватых. Это жизнь, обычная жизнь наша. Вы чё У меня, например, вот не сложились отношения с художественным руководителем Цинциннати Опера, потому что он, посмотрев мой спектакль «Попутчики по Спирсу», сказал, что ему этот спектакль не нравится. Вот я вот что могу поделать с этим? Ну, не нравится, ну, ты имеешь на это право. Но он меня, пока он там сидит, никогда работать в этот театр не позовет. Вот, ну, вот так это и работает. Ну, ничего не поделаешь, да, 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 да. ничего тут попи Мне как ставить по-новому теперь спектакль, чтобы всем нравилось? Ну, вот это вот Да. уже в область такой, да, какой-то моральной, в морального выбора углубляться. Мгм. А как вы оцениваете роль, независимых проектов и вот фестивалей в США и России? В США это очень распространено. Мгм. Туда очень хотят попасть люди. Эти проекты иногда имеют крутое финансирование, и они могут, прессу хорошую. Ну, про прессу разговор отдельный, но тем не менее, кто-то из них имеет хорошую прессу, и это может стать трамплином каким-то. Мгм. Либо это если ты там не стала Во-первых, мы же не знаем, когда это выстрелит. Может, через 5 лет. У нас долгосрочное вложение вообще. Индустрия Мгм. долгосрочных вложений. Вот, это может стать очень хорошей строчкой в резюме. В России это не работает от слова совсем. То есть, ну, я бы сказала, что их нет. То, что есть, организуют такие сумасшедшие, как вы и я, которые, как правило, привозят свой опыт из-за рубежа, потому что мы хотим, чтобы и в нашей стране это работало. Мгм. Вот. А люди из индустрии, местные, я имею в виду, они активно отбиваются руками и ногами, кричат: "Нет, нам это не надо". Мгм. Вот. Почему, непонятно. М, либо то, что есть, я не буду называть имен сейчас никаких, Мгм. но то, что есть, это ужасающего качества продукт. Просто ужасающего. Вот, я не знаю почему. Мне кажется, вы знаете, это классно. Потому что, во-первых, это возможность поработать с разными людьми. Это возможность вот этот вот коннект свой расширить как раз, профессиональный. А, м, это возможность поставить, например, для нас. Вы видели, что ли, очень много какого-то разного, вот, и а, в каких-то стилях, про которых ты никогда не думал. Вот. Это возможность, найти своего зрителя, потому что это же в разных штатах, туда разные люди ходят. Вообще, в принципе, очень разная аудитория. С другой стороны, это такие достаточно закрытые клубы, потому что, в Америке вообще везде реклама дорогая, в Америке особенно, потому что, ну, Мгм. это коммерциализация такая стопроцентная, да. Вот. Это такой закрытый клуб, там достаточно сложно собрать, ну, такую вот совсем рандомную аудиторию, да, которая придет, увидит и восхитится. Это либо какие-то там люди спонсоров, так или иначе, да, там знакомые, друзья, знакомые знакомых, либо это какие-то рандомно забредшие туристы. Такое тоже бывает. Вот, там у них есть свои проблемы, у этих фестивалей, я бы сказала так. Но идея сама классная. Мне она очень нравится. Мгм. Она не Ну, привязывает тебя к одному месту какому. а какой подход, допустим, вот вы, ведете свой театр в Петербурге, какой у вас подход привлечения аудитории, к вашей работе в России? И чем он отличается? Вот, ну, только что, вот, да, немножечко уже, да, зашла эта тема в разговор. Да, вот в чем различия, вот прям вот кардинальные? Вы знаете, у нас, в России почему-то бытует такое мнение, вот совершенно недавно, я буквально на днях, прочитала, что какое-то лицо, облечённое властью, сказало, что надо как-то очень билеты в театр дорогие. Непонятно почему, надо бы подешевле сделать. Вот, так вот это как бы, ну, не мнение отдельного лица, это мнение, в принципе, ну, очень большого процента нашей аудитории Мгм. российской. Люди почему-то по каким-то непонятным причинам, может, это советское наследие, может быть, вот ментальность, да, там и так далее, считают, что билеты в театр должны стоить очень мало,
А качество должно быть очень хорошее. Вот давайте скажем хотя бы нашей аудитории о том, что так не бывает. Это миф. Если качество будет высокое, билеты будут очень дорогие. Вот об этом тоже долго можно говорить. У нас, если мы говорим про политику привлечения зрителя именно, наш театр держится на двух столпах таких. Первое, мы коммерческий театр, а мы не продаем дешевые билеты, потому что мы независимый театр, у нас очень хорошее качество, по крайней мере, мы стараемся, чтобы оно было таковым. Мы стараемся развиваться, постоянно не стоять на месте. Мы не репертуарный театр, мы можем поддержать, я могу поддержать там сезон, в течение сезона какой-то спектакль один, если на него ходят люди, но потом, даже если там аншлаги будут, я его уберу, потому что нам нужно дальше новое, чтобы в репертуаре появлялось. Вот поэтому для того, чтобы это все было, нужно, Мгм. чтобы мы зарабатывали деньги. Ну, а вот что значит качество, да? Это же все очень субъективно. Отвечая на ваш вопрос, расскажу, какой второй принцип работы театра с точки зрения работы со зрителем. Это будет ответ на вопрос. Мгм. Мы работаем в своем стиле. Вы говорили про миссию в начале нашего разговора. Я не могу согласиться больше с вашими словами, и мне нечего добавить. Я считаю, что у каждого театра должна быть своя миссия, и вокруг этой миссии должен формироваться зритель. У нас в театре, ну, помимо того, что есть репертуарная политика какая-то определенная, мы привозим редкие оперы, мы работаем всегда с американской классической музыкой, так всегда было, есть и будет. Помимо этого у нас есть политика, ну, концептуальная. Я брехтовский режиссер, я ставлю в этом стиле, вот. И я считаю, что у театра должен быть свой зритель. Театр не может быть хорошим для всех. И когда мы говорим про качественный продукт, мы не гонимся за зрителем любым, который придет в театр, и вот любым путем, и за под страхом смерти его туда загнать, чтобы он сидел только и там не рыпался, да, на спектакль. А потом люди начинают говорить, какой бред какой-то мне показали. Вот. Значит, качественный продукт — это продукт, который сделан на высоком профессиональном уровне, профессиональными людьми обязательно, и который имеет, если мы про театр говорим, это продукт, который должен иметь свой концепт, четкий. Вот. И люди идут туда, на концепт идут. Вот concept first. Я как режиссер, выяснила для себя совершенно точно, изучив российскую школу, потом американскую школу, вот я выяснила для себя, что concept first. Поэтому если кому-то не нравится тот продукт, который театр делает, это классно, значит, это не ваш театр, идите туда, где другие Ну да. работают. Это не значит, что это некачественно, да. Это Конечно. просто не для вас. Вот. И я считаю, что если у нас будут вот какой-то такой, да, кластер театров, каждый со своим концептом, у людей будет, у зрителей будет возможность выбора. Ну, кто-то на академические постановки ходит, кто-то на авангард, кто-то на реализм, кто-то на символизм, в конце Мгм. концов. И почему нет? Давайте будем выбирать. Это здорово. Ну и зачастую, например, если мы говорим о современном искусстве, современной опере и театре, артист должен быть, во-первых, мультижанровым, он должен быть дабл, профессиональным. Сейчас уже, да, в наше время, да. И зачастую вот, несколько раз был такой мой опыт, когда я видела исполнение каких-то, ну, так скажем, авангардных вещей непрофессионала, потому что, кажется, что тут можно скрыть все технические недостатки. Там, допустим, если говорить о голосе, просто там какой-то набор звуков, и, обычный неискушенный зритель просто, ну, то есть ему это скучно, ему это непонятно и так далее. Но если ты возьмешь профессионала, с супертехникой вокальной, исполнительской техникой, и мастерством, то не может не понравиться. Вот я вот уже несколько раз видела такие примеры. Просто зачастую, профессионалы, высокого уровня не занимаются современным исполнительством. Да. Да, идут в классический репертуар, который уже театры просто перенаселены этим репертуаром.
Из-за этого публика стареет и стареет. Это еще это что бог проблем какой-то, да. И Да. еще раз, вот если мы про 2 страны говорим, которые мы обсуждаем, это разные механизмы этих проблем, а проблемы одни и те же возникают. Одни и Просто те же. просто из-за разных механизмов. Плюс, допустим, классический репертуар, да, ты выучил, и он тебе может еще пригодиться несколько раз в жизни, в разных театрах можно попеть. Если это какая-то премьера, вот, может, ты положил на это полгода, чтобы это изучить, чтобы это исполнить качественно, и, может, больше ты никогда это не исполнишь. Да, потом еще есть такой нарратив, говорят: "А, да почему у нас одно и то же идет в театр? Вот, Давайте вот. что-то новенькое". Ну, А чтобы новенькое, это, да, стоит денег, к сожалению. Да, люди не понимают. Затраты огромные. Огромные. И, да, для тех, кто не знает, кто не занимался какой-то продюсерской или организационной деятельностью, то продажи билет не покрывают даже, не знаю, 5% затрат на производство. И это мы даже еще не говорим о зарплатах команды. Это чисто вот direct cost, прямые расходы, это как аренда зала, оркестр. Ну, артисты, конечно же, должны быть оплачены. Если театр, так это еще можно увеличить в 2 раза бюджет. И поэтому, когда вы приходите за 300 рублей на концерт, да даже за 3000 рублей, ну, в России, по крайней мере, да, практически все организации, они сидят на государственных грантах. Да, поэтому вы должны понимать, на самом деле ваш билет стоит не 3000 рублей, а 20, да, и все остальные да. 17 тысяч рублей за вас покрыло Да. государство. И очень люблю этот пример. Очень классно, что вы его привели, потому что у нас действительно этого не понимают. В Америке не понимают точно так же. Ой, маяки то же самое, да. И еще раз, вот там эти там $30, которые вы заплатили, еще 300 заплатил спонсор. Там институт спонсорства, то, что у нас совершенно ни разу. У У нас них по-другому, у них государство не занимается, но Мгм. занимаются спонсоры. Но они точно так же платят, эти недостающие. Какая разница, кто их платит, если их платит кто-то, ну, помимо зрителя, да? Вот. И все эти разговоры о самоокупаемости, это вот такое, знаете, дилетантское Дилетантство прекраснодушие. абсолютное. Такое Да-да-да. прекраснодушие, говорят: "А Мгм. давайте оставим только те театры, которые будут себя окупать, уважаемые зрители, у вас не куча театров тогда. Мариинский театр и Большой после этого закроются через 15 минут". Потому что, ну, Мгм. почему-то люди думают, что вот большие дома, они такие вот самодостаточные, они себя окупают, они ж такие вот, я говорю, еще раз говорю, Да-да-да, мне просто нет. хочется посчитать количество минут, через которые эти театры прекратят существование, когда у них дотации от труппы. Мгм. Это Ну мы да. еще как-то будем плавать, потому что мы без дотаций привыкли жить.